Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, разумеется, вход пишется на тот аппарат, о котором я сегодня буду рассказывать, Realme Q5i, либо Realme Q5Z. В чем особенность данного аппарата? У меня был обзор уже на Realme Q5 Pro и на Realme Q5. Этот девайс исключительно под китайский рынок. Почему? Потому что там все цвет, блеск, красота за его стоимость. И Android 12 версии, и почти 400 тысяч баллов в Antutu. И вроде бы он весь такой ультрабюджетник, но даже мини-джек есть. В общем, в целом и частности, девайс выглядит круто. Стоит недорого, русский язык на борту, Android 12 уже прилетел, Realme UI версии 3.0, и все, что можно хотеть от девайса этого класса, он вам дает, и даже чуть-чуть больше. Поэтому результаты тестов и мое мнение смотрим. Realme Q5i. Я покупал его также на Алишке, также через Kiwi, также супер дешево. Каким образом, смотрим в телеграм-канале скидок по ссылке в прикрепленном комментарии. И интересное из этого дела в первую очередь внешка, стоимость, функционал. То есть это все стабильная линейка. Это никакой не Gen 1, который, допустим, был у Black Shark был. Недавно они продавали за $729. Black Shark 5 Pro. И я скажу, что если они не понизили цену на $150, вопрос у меня остается открытым. Почему Xiaomi 12 Pro стоит дешевле, а это флагман, чем какой-то там Black Shark. Вы уже извините, но все-таки телефоны рядом не лежали. Realme Q5i. Выглядит упаковка точно так же, как и у Q5, и у Q5 Pro. По внутрянке там у меня 128 гигабайт внутренней памяти и 6 гигабайт оперативки. Очень мне интересно, чем это все дело отличается от того же Q5 Pro. Почему? Потому что их прямо море. Может быть, если вам интересно сделать сравнение трех Q5i, Q5 Pro, Q5, напишите в комментарии, но оно будет из разряда такого супер лайт, потому что это плюс-минус все одинаково по ценнику, плюс-минус все одинаково по железу, по функционалу. И единственное, это, разумеется, я купил все с разными цветами внешки, чтобы было интереснее. Правда, очень похож на... Правильно, OnePlus Ace. И вместо этого OnePlus Ace, к слову, мне недавно прислали OnePlus 10 Pro, обзор на который уже был на канале, и который сейчас можно по курсу через Kiwi купить дешевле 36 тысяч рублей. Вот такая вот драма. Единственное, там будет не глобалка, а Global ROM. Что мы имеем? Мы имеем Type-C-шник, который, к сожалению, ближе крышки, не по центру, но у нас есть мини-джек, у нас нет инфракрасного порта, у нас абсолютно плоский экран, у нас есть сразу защитная пленка, к сожалению, фронталка по центру, нет направленного микрофона, две камеры, блок зарядки на довольно скромные для данного бренда 33 ватта. Но опять же помним, что это low-cost. Разумеется, есть кабель Type-C. Его желательно использовать именно с зарядником. Разумеется, здесь есть переходник убогий. И смартфон. Смартфон выглядит шикарно. Однозначно он выглядит дороже, чем стоит. Может стоять, все, бежим покупать. Ладно, это попытка пошутить. К слову, подобный был это Oppo Reno 6, обзор на который был где-то полгода назад. Он тоже мог вставать на любую из граней. Правда, нужно было чуть-чуть потренироваться. Чехол есть в комплекте, плюс в карму. Разумеется, есть ключ для извлечения сим-карт. И документация, которая нам не понадобится. Разумеется, в ролике будет море примеров с видео-фотосъемкой. Будет какое-то, скорее всего, на словах сравнение с конкурентами. Помимо этого, я погоняю его в играх, как всегда. Вес 192 грамма, на 3 грамма меньше стандартного 195. В руке вот так он лежит. Выглядит очень прикольно, очень. Я не специально, если честно, рубашку под это дело надевал, но забавненько получилось. Гибридный лоток, можно запихивать либо карту памяти и сим-карту, либо две сим-карты. 163 мм в высоту, 75 мм стандартных в ширину, с блоком камер в толщину 10,3, без блока камер 9,2 миллиметра. Молодец. Хорошенький такой смартфон. Будем смотреть, как все это дело будет вести себя в играх. Смартфон новый, смартфон интересный. Смотрим. Розыгрыши море. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянные, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Помимо этого, наушники Sony разыгрываются сейчас и защищенный смартфон. Если что добавилось, появится в описании. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Приобрести данную модель можно только в черной или синей расцветке. Внешне смартфон выглядит отлично, как и Q5 и Q5 Pro. Текстура у задней крышки интересная и привлекательная. Тыльная
часть выполнена из матового пластика, как и рамки. Корпус марки, отпечатки пальцев видны отчетливо, что не особо радует, хотя вы все равно носить будете его в чехле. Сборка, как и качество материалов, хорошая однозначно на свою стоимость, если не лучше. В руке без чехла смартфон лежит очень удобно, но из рук выскальзывает, так что советую использовать его в чехле. На корпусе расположена утопленная в корпус кнопка питания, качель регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, что неудивительно. Стандартно 2 микрофона, динамики, один основной, один разговорный. Звучание здесь стерео. Да, вы не ослышались, стерео и технология Real Sound на борту. Качество звука неплохое, с сертификацией Hi-Res Audio. Кастомного эквалайзера в стоке нет. Мини-джек присутствует, а вот ИК-порта стандартно не завезли. Защита от влаги не заявляли, что тоже неудивительно. Летим дальше. Смартфон оснащен IPS-дисплеем на 6,58 дюйма с разрешением 2412 на 1080 пикселей. Full HD+, наш родненький. Матрица экрана абсолютно плоская, как мы любим. 16,7 миллиона цветов, плотность пикселей 401 ppi, что очень хорошо. Пиковая яркость 600 нит при прямом попадании света на экран. С включенной автояркостью яркости экрану слегка не хватает. Опять же, это в суперсолнечный день. Также дела обстоят и в версии Q5, к слову. Частота обновления экрана максимум 90 Гц, на выбор также есть 60 Гц и автогерцовка. Частота дискретизации касания 180 Гц. Результаты теста вы можете наблюдать на экране. Автояркость работает хорошо и быстро подстраивается под освещение. Под разными углами экран не бросает в разные оттенки, но картинка слегка тускнеет. И да, значит, экран не супер дорогой. В конце концов, это IPS. Далее, мультитач есть, и экран откликается на 10 касаний довольно быстро. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но промахи бывают и часто. Зарегистрировать один и тот же отпечаток пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает хорошо, даже под углом. Внести биометрические данные можно только одного лица. Подбородок внизу экрана, как вы заметили, есть, и он средних размеров. Цветопередача у экрана хорошая, цвета слегка тускловатые, что неудивительно, но, несмотря на это, картинка четкая и приятная. Для тех, кто хочет настроить экран под себя, в настройках на смартфоне есть различные функции, к примеру, цветовой режим экрана, защита глаз, а также различные настройки для персонализации интерфейса. Летим дальше. Процессор MediaTek Dimensity 810 с техпроцессом 6 нанометров с 8 ядрами, максимальная частота которого 2,4 ГГц. Графический процессор Mali G57 MC2. Интерфейс Realme UI на базе Android 12 версии, это сильно. Оперативная память LPDDR4X доступна на выбор 4 или 6 ГБ. Внутреннее расширение памяти есть плюсом до 5 ГБ. Внутренняя память UFS 2.2 не самая ужасная, к слову. На выбор только 128 ГБ. Расширить память, вставив microSD, возможность есть, что очень хорошо. Вдобавок, смартфон поддерживает microSD до 1 терабайта. Это прям супер сильно. Имеется поддержка Wi-Fi сетей 5-го поколения, поддержка Dual 5G. И для нас это, правда, не особо актуально, во всяком случае, на данный момент. Для 4G сетей 7-й бенд на борту и 20-го не завезли. У меня смартфон связь ловит хорошо, звучание во время разговора приемлемое. Микрофоны и датчик приближения отрабатывают без нареканий. Запись разговора в стоке есть и без уведомления собеседника о начале записи, что неудивительно для китайской версии смартфона. VoLTE и VO Wi-Fi лично я не обнаружил, и все, кто мне советуют поменять симку, еще раз, сим-карту я использую одну и ту же во всех обзорах, и если какие-то смартфоны имеют VoLTE, то другие тоже должны с ней его иметь. Логично? Вибромоторчик максимально слабенький, вдобавок настроить силу вибрации нельзя. Bluetooth версии 5.1 не самый древний, NFC модуль отсутствует, к слову, как и у Realme Q5 Pro и у Realme Q5, хотя они вроде бы топовые. Во всяком случае, Q5 Pro точно. Из навигации на борту Galileo от GPS BDS GLONASS. GPS-тест показал точность 1 метр при условии, что рядом есть высотки. Молодцы. MediaTek. Не то что Qualcomm, до 3 метров максимум. Емкость аккумулятора 5000 мАч. В PC-марке смартфон выдал результат в 10 часов 29 минут, и осталось еще 20%. Тест я проводил при 90 Гц на максимальной яркости. Результат более чем хороший, я ожидал не больше 9 часов, он меня прям удивил. Realme Q5i поддерживает быструю зарядку на 33 Вт, заряжается от родного адаптера питания от 0 до 100% за 1 час. Беспроводной зарядки нет, а функция OTG стандартна на борту. Поедает за час просмотра видео на YouTube на максимальной яркости, по Wi-Fi 14%. За час игры в Genshin Impact улетает 28% при максимальной графике и 100% яркости. Играть можно, но картинка не плавная, так как проскакивают фризы. Если же понизить настройки графики до средних, то проблем вообще никаких не будет. Яркость экран не понижал, смартфон нагрелся, но незначительно при игре. Играя в Stand of 2, лагов я не обнаружил, как и в World of Tanks или PUBG. Так что в простенькие игры играть на смартфоне можно без проблем. Перейдем же к тестам. Тротлинг-тест проходит неплохо. 169 гипсов минимально, максимально
максимально 213 гипсов, в среднем 190 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 600, в мультикоре 1800, 3D Mark показал Wildlife 1336, Wildlife Extreme 369, Wildlife Stress Test 1338, Wildlife Extreme Stress Test 371, Slingshot Extreme 2645, Slingshot 3625. В Antutu устройство выдало хорошие 394 тысячи попугаев. Storage Test же показал шикарные 37 971 балл. 45-минутный стресс-тест прошел не идеально. Результаты вы можете наблюдать на экране. В АИ Tutu, не путайте с Antutu, выдал результат в скромные 93 тысячи баллов. Основной блок камер с тыльной части состоит из двух модулей и двух LED вспышек. Основной широкий сенсор на 13 мегапикселей и датчик глубины на 2 мегапикселя. Запись видео доступна с основного модуля в максимальном скромном разрешении 1080p 30 fps. Цифровой стабилизации, как и оптической, не завезли. Фронтальный модуль на 8 мегапикселей. Находится он в верхней части экрана по центру в каплевидном вырезе, что, разумеется, слегка портит картину. Ну, бюджетник, что делать? Максимальное разрешение для съемки видео с фронтального модуля 1080p 30 fps. Качество съемки не совсем мрачное. Короткие примеры вы сейчас увидите. 1080p, фронталка, супер солнечный день, Мурино. Редко такую погоду здесь встретишь. 1080p, основная камера Realme Q5 и супер солнечный день с двух рук. Съемка в движении. Остановился, съемка против солнца, вообще ничего там не вижу, если смартфон что-то может снять, отлично, ушел в тень. Вот такая вот история, и можно делать X2. Тест фронталки, ночь, и понятно, что я в ванной пытаюсь тестировать все это дело ночью, но никакой подсветки, к сожалению, у смартфона нет. Если чуть-чуть больше света будет, то вот так. Но вы же поняли, да, когда мы вспоминаем Xiaomi Civi, у которых 2 LED-диода, либо другие рилмовские смарты, у них, допустим, хотя бы белый кружок. Здесь этого нет, и это такой себе фейл. Студия, имитация ночи, основная камера, и здесь, в принципе, света хватает. Флэш я не включил. Если включить флэш, то примерно вот так вас будут видеть собеседники, если вы таким образом решите разговаривать, хотя я сильно сомневаюсь. А что я могу сказать о Realme Q5i? Некоторые называют это Realme Q5Z. Если вы откроете по самым популярным аппаратам, смартфонам 2021 года, вы найдете для себя много нового. Притом вы этот список самых популярных смартфонов должны в первую очередь посмотреть не на сайте Global, а именно в Китае. В Китае проживает, по разным данным, от миллиарда до 2 человек. И какие конкретно они телефоны под себя делают и что у них популярно, посмотрите, вам будет более чем интересно. Вот так он снимает. Еще раз повторяюсь, вся ночная съемка всегда, все зависит от цвета. Будь то кино, либо еще что-то, потом цветокора. Никто вот в таком виде никогда идеально не снимает. Основная камера 1080p, и, как вы видите, стабилизатора особо нет, то есть мучить камеру смысла не вижу. Небо видно. Трава зеленая, хотя и слегка мутная. И по большому счету что-то рассмотреть можно. Не вижу смысла большого количества фото и видео. Минусы: нет 20-го бенда, нет ЭК-порта, нет NFC, мало оперативной памяти, маркий корпус, подбородок и каплевидный вырез не радуют. Сканер отпечатков пальцев работает некорректно. Слабенькая вибра. Цену можете посмотреть по ссылке в описании к видео, так же как эксклюзивные мои видеообзоры, либо мини-влог, опять же посвященный технике. И в первую очередь тому, как могут работать фронталки в условиях студии. Поэтому переходим в телеграм-канал скидок и смотрим там не только супер предложения, которых, к сожалению, в последнее время мало, не только промокоды, которые все равно бывают, и пусть не всегда для Али, но и для чего-то другого тоже, но и эксклюзивный контент. Вдруг на момент вашего просмотра закроется YouTube, и ВКонтакте, и на Дзене вы не захотите меня смотреть. Туда я обязательно буду скидывать обзоры. Резюмирую. Резюмировать мне бы хотелось тем же, что я сказал вам при тесте камеры. Во-первых, камеры здесь слабые, и нечего их особо мучить. Выход вы тоже видите, стабилизация здесь нулевая, качество максимум 1080p. И это абсолютно не камерафон, хотя внешне кажется, что камера у него, конечно, классная. Стоит он намного меньше, чем можно предположить, когда на него смотришь. Выглядит он классно. Мини-джек у него рабочий, то есть проводные наушники можно спокойно подключать. Карта памяти на борту. Флэш у основной камеры тоже в наличии. Прошивка, оболочка Realme UI мне лично нравится больше, чем MIUI. И аналог за эти деньги у того же Redmi, Xiaomi
либо чего-то подобного лично я не знаю. Так же, как я не знаю аналогов у глобальных аппаратов. Напоминаю, что версия Q, она только для китайского рынка, хотя снова русский язык на борту. За эти деньги смысл разглагольствовать вообще нет никакого. Сегодня, допустим, он выходит в 12 тысяч. Если курс опустится, то ниже десятки. Если брать во внимание, опять же, цену, что вы будете брать это дело на Али, для того, чтобы играть, серфить в интернете, идеальный вариант бюджетника. Вот Realme, все, что делает для китайского рынка, что угодно возьмите. Q3S до того, как они делали глобалку, потому что глобалка довольно дорого продавалась. Либо Q3, опять же, обзоры на канале. Все это для рынка Китая, все дешево, все сердито и все работоспособно. Девайсу однозначно да. Подписывайтесь на телеграм-канал Взаимопомощи, телеграм-канал Скидок. Там есть эксклюзивный контент. Добра и удачи вам, дорогие друзья.